Привет, друзья! Я сейчас нахожусь на пороге храма Дурги. Это замечательное место для того, чтобы рассказать вам о главном препятствии на пути йоги, а также о том, как это препятствие преодолеть. Но прежде чем я начну, я хочу показать вам небольшую видеозарисовку о том месте, где я сейчас нахожусь. Итак, этот город называется Уттар-Каши, то есть Северный Каши. Каши – это город Шивы. В Индии есть еще один город с таким же названием – Каши, более известный как Варанаси. Наверняка вы о нем слышали. Это город, где считается за благо умереть, за благо быть сожженным и развеянным над Гангой. Здесь что-то подобное, только этот город в горах, в Гималаях. Добраться сюда сложнее, поэтому паломников меньше. Кремаций тоже меньше, но они проводятся. Среди туристов этот город известен как ворота в Гималаи. Сюда приезжают для того, чтобы начать подготовку к покорению вершин, потому что здесь рядом находятся вершины высотой 2500–3500 тысячи метров. Далее следующий пункт – это город Ганготри. Там уже высота примерно 3200, и оттуда уже стартует экспедиция. Я же сейчас нахожусь на пороге храма Дурги. Давайте поприветствуем эту богиню. Сядьте в медитативную асану, потянитесь макушечкой вверх, копчиком вниз, закройте глаза, вдохните грудной клеткой. Наполнитесь энергией, перейдите во внутреннее пространство. Из этого внутреннего пространства поприветствуйте Дургу. Это манифестация богини Парвати, которая является женой Шивы. Почувствуйте, что меняется, что происходит во время приветствия. Сделайте выдох, откройте глаза.
Сейчас вам покажу картинку, как выглядит богиня Дурга. В Индии это популярнейшая богиня, многие ее просят помочь преодолеть препятствия, потому что Дурга, она побеждает демонов, она спасает Вселенную, она может спасти и вас. Что же касается главного препятствия на пути йоги, это препятствие расстелить коврик. Наверняка вы об этом слышали, но я хочу сказать, что это не шутка. Это действительно препятствие на пути. И с этим препятствием вы сталкиваетесь, если вы практикуете йогу. Если вы практикуете йогу не в йога-центре или фитнес-центре, где вы расстилаете коврик побыстрее для того, чтобы занять хорошее место. А если вы практикуете йогу дома или на природе, то есть когда вы одни. Потому что именно в этот момент вы входите в практику. И в этот момент вы можете почувствовать множество препятствий для того, чтобы выполнять практику. Допустим, вы вспоминаете, что есть какие-то срочные дела, или кто-то в этот момент приходит, допустим, прибегают ваши дети, приходит кошка или собака, то что-то происходит. Вы не можете войти в практику. Очень интересно, да? Йога начинается. Как же преодолеть это препятствие? Очень просто. Взять и расстелить коврик. Сделать таки этот шаг. И в этом случае следующий шаг сделать будет легче. Третий шаг еще легче. В общем-то, в нашей жизни все так. То есть, когда вы сталкиваетесь с каким-то препятствием, очень важно не стоять на месте, а двигаться. Если вы стоите, вы умираете. Если вы двигаетесь, вы живете. Приехав сюда, я обнаружил, что идет дождь. И что? Конечно, очень соблазнительно остаться в номере. У меня есть очень много, о чем мне хотелось бы подумать, прожить, помедитировать. Однако еще в 20 лет я открыл величайшее благо – это промокнуть под дождем. Но для того, чтобы понять, что это благо, нужно промокнуть под дождем. Нужно выйти из номера. Понимаете, когда вы выходите, тогда что-то начинает происходить. Что-то реальное. Вы промокаете. И в этот момент вы чувствуете себя связанным с миром, с природой. Вы чувствуете здоровье внутри себя. Вы чувствуете, как вас наполняет благо. И вы счастливы, что вы сделали это. Вы счастливы, что сделали этот шаг. И вот когда вы расстелили коврик и начинаете практиковать, вы тоже чувствуете благо, и вы чувствуете счастье от того, что вы сделали этот шаг. Если по пути были препятствия, допустим, пришли ваши дети, то включите их в практику. Начните заниматься вместе с ними. Не заставляйте их практиковать йогу. Просто сами практикуйте и смотрите, что происходит. Пришла ваша собака? Хорошо, практикуйте вместе с ней. Если раздался звонок, на который вы просто не можете не ответить, включите этот звонок в свою практику. Практика шире того, что происходит на коврике. Разрешите себе войти в мир. Это происходит не просто так, и это происходит не у каждого. Это тоже благо. Знаете, мироздание дает вам возможность развернуть йогу в жизнь. Воспользуйтесь этой возможностью. Очень часто мы не можем сделать именно первый шаг. Мы хотим начать бегать, но мы не бегаем, потому что у нас нет кроссовок. Или погода сегодня не та. И сделайте первый шаг сегодня, без кроссовок, в любую погоду. Выйдите на улицу и побегите. Хотите записаться на танцы?
но тоже есть какие-то препятствия. Нет партнера, еще чего-то нет. Сделайте первый шаг. Запишитесь прямо сегодня, запишитесь и начните действовать. Понимаете, наши желания святы. Нужно им следовать. Когда вы делаете то, что вы хотите, вы развиваетесь. Вы сразу начинаете замечать препятствия. Вы начинаете с этими препятствиями взаимодействовать. Каждое препятствие – это ступень на пути развития. Вы можете двигаться, можете лежать, спать и видеть сон, что вы куда-то двигаетесь, но при этом вы будете стоять на месте. Реальность очень важна. Очень важно двигаться в реальности. Вот в этой реальности, в реальной реальности. Расстелите коврик. И до встречи в следующих видео.